Мы сейчас приехали в одно из самых туристических мест. Это Марк Анталья. Ну, тут торговый центр Марк Анталья, и люди называют это место Марк Анталья. В принципе, все понимают. Вот. Сейчас мы пойдем искать Рахат Лукум, потому что я через пару дней улетаю в Москву и хочу привезти Рахат Лукум в подарок своей семье и друзьям. Ну, там будут еще какие-нибудь сувениры, но именно здесь мы будем искать Рахат Лукум. Вот тут есть разнообразие разных орехов, семечек. Можно на развес взять, а можно пакетированные. Также в пластиковых коробках здесь продается курага, да, и финики. В принципе, национальная восточная. А, нет, это не финики. Это тоже курага, темная. Но это не чернослив. Вот, также в пакетиках продается ассорти. Здесь орешки и семечки, причем уже соленые. Вот, то есть можно купить на развес, а можно купить уже ассорти, готовые в пакетиках. Также здесь продается кофе, турецкий кофе. Его заваривают в турке именно, скорее всего, для кофемашины он не подойдет. Это тоже Рахат Лукум, такие уже упакованные кубики Рахат Лукума. Кокосовое масло. То есть, в принципе, тут уже такое достаточно большое разнообразие того, что можно выбрать. Вот тут уже идет свежий Рахат Лукум. Также есть Рахат Лукум, уже в виде ассорти, упакованный в коробку. Такой более подарочный вариант. Фруктовый, с фисташками, с лесным орехом, шоколадный. То есть, в принципе, на любой вкус. Также здесь можно найти разные чаи, специи. Как я уже сказала, здесь достаточно большой выбор всего. Мы выбрали вот эти два ассорти в подарок. Это вполне подойдет. Есть что-то вроде снеков. Это такие как хрустящие орешки, хрустящий нут. Это орешки в сахаре, но они, как правило, здесь очень твердые, то есть нужно смотреть. Это, я так понимаю, что какие-то хлебные шарики сладкие, возможно, соленые. И орешки в посыпке арахис. Бывает сырная, острая какая-нибудь. На самом деле очень вкусные, но тоже смотря на какие попадешь. Сейчас отправляемся дальше за покупками подарков. Здесь, конечно, очень многолюдно, но это очень популярная улица. Тем более в воскресенье днем здесь очень много народу. Ничего страшного, все равно пройтись, погулять очень приятно. Вот, правда, у нас на улице очень жарко. Даже не столько жарко, сколько влажно. Но к этому тоже, в принципе, привыкаешь. Я через 2 дня лечу в Москву, и я очень надеюсь, что там будет немного свежести. Я там где-то месяц пробуду. Немного постараюсь вам снять роликов, постараюсь вам показать, что я там буду делать. И здесь очень красивый вид, я его вам сейчас покажу. Сейчас сниму. Взяли напиток. Это черничный смузи. Да, черничный смузи с лимоном. Очень вкусно. Это кафетерия Макбир, очень популярная. Вот, решили там взять, очень вкусный. Это самое популярное место в Анталии. Главная площадь. Очень туристическое место. Сейчас я подойду поближе, покажу вам, какой там вид открывается. Там очень красиво. Вот. Здесь, конечно, уже разные туристы. Летом, сезон. Этот район называется Анталия-Калечи. Это старый район, ну, как старый город. Очень красиво. Там
между этими домами проходят разные торговые улицы для туристов. Вот, ну там разные магазины сувениров, все такое. То есть какие-нибудь магнитики, сумочки. Сейчас гулять, конечно, немного сложно, потому что очень жарко. И даже не то, что жарко, вот как я вам говорю, ребят, здесь очень большая влажность. Из-за этого, конечно, просто моментально потеешь. Но вот я, например, сильно потею, и я ощущаю эту сложность. Некоторые люди не так сильно потеют, наверное, им просто будет душно. Вот. Наверное, вы спросите, а почему же тогда ты не в футболке, в шортах ходишь? Вот. Но мне кажется, по моему виду, в принципе, ответ на этот вопрос не требуется. Но если вам интересно, то пишите комментарии, я вам на все отвечу. Очень вкусно, очень вкусно. Черника с лимоном. Обалденно. Рекомендую. Вот там находится выход из старого города, и там некий порт, причал для лодок. Там проводят, оттуда, точнее, выезжают лодки на экскурсию. Экскурсия есть 40 минут, а есть 2 часа, если я не ошибаюсь. Вот, на самом деле 40 минут достаточно, как мне кажется. Вот, но, возможно, 2-часовая тоже интересная. На 2-часовую я пока еще не ездила. Но 40-минутная мне очень понравилась. Здесь такая некая крепость. Вот то строение называется Евли Минаре. Также там находится мечеть. Это, наверное, не главная мечеть. Да, скорее всего, не главная. Главную я вам позже покажу. Возможно, даже в следующем влоге, потому что я не уверена, что мы сегодня туда поедем. Мы сейчас приехали в торговый центр Özdilek, называется, в Анталии. Мы сейчас немножко охладимся. Тут очень жарко, но мы идем в супермаркет. Нам нужно взять турецкий кофе. Я его в Москву повезу. Вот. Ну, наверное, еще что-нибудь возьмем, посмотрим. Но сейчас идем за турецким кофе. Тут, конечно, тоже очень многолюдно. У нас 2 самых таких загруженных торговых центра. Это Özdilek и Марк Анталия. Вот мы сейчас в Özdiлеке. А вот и наш турецкий кофе. Вот, это кофе с кофеином, а это такой же кофе, но только без кофеина. Вот. Это для тех, кому нельзя кофеин, хороший выбор. Но кофе этот легкий. То есть, если в России у нас кофе есть разные прожарки, и даже если стандартный кофе купишь, ну, как правило, он хотя бы средний будет, то этот достаточно слабый. Ребята, привет! В общем, мы съездили за Рахат Лукумом, потом мы немножко погуляли, потом мы съездили в торговый центр, купили турецкий кофе. Там был с кофеином и без кофеина, но без кофеина нам, в принципе, не нужен. Я купила кофе с кофеином, и я повезу его в Москву, потому что я послезавтра улетаю в Москву, и, соответственно, я повезу подарки. Сладости различные и турецкий кофе обязательно. Вот. После этого мы опять прокатились на мотоцикле, и сейчас мы приехали в кофейню Gloria Jeans. Вот. Мы немножко сейчас выпьем кофе. Также у нас на десерт летний торт, называется летний праздничный торт. Вот. Сейчас мы немножко перекусим, выпьем кофе и, наверное, просто посидим еще, отдохнем. Вот. Потом поедем домой. Мне постепенно нужно уже начать собирать вещи и готовиться к отъезду, потому что завтра у меня, в принципе, такой последний день перед отъездом. Завтра я, наверное, финально все упакую,
соберу. Я буду очень рада видеть вас на своем канале. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и до новых встреч!